Всем хай, с вами Федуфай и добро пожаловать на мое новое видео по игре Clash Royale. И в сегодняшнем видео мы будем играть новым героем Валькирии. Прямо сейчас мы заходим вот сюда, нажимаем разблокировать. И как вы видите, у меня достаточное количество монет, чтобы разблокировать нового героя. Поэтому прямо сейчас мы это и сделаем. Заходим вот сюда и нажимаем на эту кнопку. И новый герой Валькирия прямо сейчас у меня на аккаунте. Вот так вот она выглядит. Прямо сейчас я подготовил целых 5 колод с новым героем. И начнем с первой колоды, а именно с эволюцией варваров. А также обратите внимание, что здесь присутствует повар. Поэтому сразу же приступаем к первый бой. И играем мы против игрока Марабу. Поскольку колода у нас тяжелая, поэтому нам особо торопиться не надо. Так, в целом давайте поставим на деф элитных варваров, почему бы и нет. Итак, вроде бы мы задефались, и в целом давайте поставим печку, чтобы повар улучшил именно ее, и она сейчас будет спамить духами 12 уровня, а это нам на руку. Но он кидает ракету, поэтому печка, к сожалению, умирает. Но тем не менее у нас, как вы видите, дошел дух до вышки, а это значит, что мы нанесли немножечко урона. Так, дефаемся здесь при помощи миньонов, и как вы видите, у нас в цикле уже доступна новая героиня Валькирия. Так, прямо сейчас, я думаю, мы будем ее использовать для дефа. Поставим ее вот так вот. И посмотрите, что мы будем сейчас делать. Для начала она убивает темного принца, и теперь в целом мы можем кинуть ульту, проверить, как она будет работать. И сейчас вы только посмотрите, она очень быстро убивает рекрута из королевской почты. Вот примерно так она работает, но ее механика ульты очень похожа на ульту Золотого Рыцаря. То есть она тоже бежит к ближайшему врагу и начинает его атаковать. А дальше бежит по цепочке к следующей карте, чтобы также нанести ей урон. Начинается у нас двойной эликсир, и прямо сейчас мы можем поставить голема, и он сразу же у нас будет 12 уровня. И прямо за ним я поставлю печь, почему бы и нет. Так, и сейчас еще буду готовить элитных варваров, но поставим мы их на другую сторону, чтобы как раз таки отвлечь внимание. А сюда вместе с големом я поставлю как раз таки нового героя Валькирию. Так, здесь поставлю вазу, хотя в целом она не особо-то здесь нужна, потому что эволюционные варвары очень даже хорошо справляются. И в итоге, посмотрите, сразу же мы забираем противника на трешку. Он, конечно же, сдался, потому что сопротивляться против этой колоды просто невозможно. Переходим к следующей колоде. И следующая дека у нас будет с кладбищем и эволюцией печки. Уже вторая колода по счету с эволюцией печки. Сразу же приступаем в бой. Сейчас в этом видео у нас будет достаточно много колод с эволюцией печки. Даже несмотря на то, что духов понерфили, и она стала менее эффективна. Играем мы против Робина 67. Так, давайте поставим пока скелетов для цикла. Да и в целом-то тут особо делать нечего. Так, поставим, наверное, Теслу. Здесь давайте поставим варварскую бочку, и как раз таки Валькирия задефает оставшихся в живых варваров. Шикарно. И давайте подождем, посмотрим, что он будет делать. Выставляет он мышей и принцессу. Сразу же кидаем ульту. И смотрите, она бежит сразу же к вышке, но при этом задевает принцессу. То есть, как я и говорил ранее, у нее механика схожа с механикой ульты Золотого Рыцаря. Предлагаю поставить печку, почему бы и нет. Все равно нам нужна она только эволюционная, потому что более-менее сильная она будет как раз таки именно в этой версии. Здесь поставим яд, чтобы задефать варваров. Также добавим к этому всему еще электрического духа, опять же для того, чтобы уже точно убить эволюционных варваров, чтобы они не нанесли нам урона. Дальше поставим сюда Теслу, и как всегда он выставляет кабанов.
Поэтому сейчас мы сразу же отвечаем на это Валькирией, и она очень быстро с ними справляется. На другой стороне он выставляет мини-пеку, я поставлю печку на деф и электрического духа, чтобы он как-то отвлекся на него и не нанес нам урон. Но тем не менее урон все равно немножечко заходит. Так, дальше давайте снова скелетов для цикла кинем, почему бы собственно и нет. Здесь, я думаю, можем пока что подождать и скинем Теслу опять же на деф. И сейчас посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, снова ставить кабанов. Посмотрим. Так, поставим сюда пока что Валькирию, хотя, наверное, зря я это сделал, учитывая то, что у него есть кабаны. Но, тем не менее, у меня на деф есть как раз таки эволюция печи. Так, там мини-пека убивает геройскую Валькирию. Так, здесь ставим скелетов. И обязательно варварскую бочку для отвлечения внимания. Дальше здесь мы ставим Валькирию снова и активируем ульту. И как вы видите, она начинает очень быстро бежать к его вышке. Давайте сразу же поставим кладбище в атаку. Он сейчас, естественно, тоже идет в свою атаку. Я поставлю Теслу, чтобы задефать мини-пеку. И сейчас нам нужно срочно что-то делать на правой вышке, потому что здесь очень и очень мало хп. И, к сожалению, нас добивают. Я очень сильно поторопился с атакой, поэтому и проиграл. Переходим к следующей колоде. Третья колода у нас будет состоять из героя Берсеркши и опять-таки эволюционной печки. Ну и обратите внимание, это снова дека с кладбищем. Переходим сразу же к бою. Начинается у нас катка, и давайте в самом начале поставим печку, опять-таки для того, чтобы как можно быстрее получить ее эволюцию. Так, пока что наш соперник ничего не делает, и сразу же, как только я сказал, что он ничего не делает, кидает фаер на печку и стрелы, тем самым убивая ее. Но я кидаю хижину гоблинов для того, чтобы задефаться от Хога. И в целом у нас это успешно получается. Так, теперь я думаю, мы можем... Нет, сначала нам нужно поставить варварскую бочку. А вот теперь, поскольку он достаточно много эликсира потратил на карты, мы сразу же начинаем атаковать. Почему бы, собственно, и нет. И в целом... Так, здесь надо добавить еще яд. Немножко урона мы нанесем, но не то чтобы прям много. Здесь ставим срочно Валькирию и активируем ульту. И только посмотрите, насколько быстро просто убиваются элитные варвары. Так, теперь давайте что будем делать? Снова поставим печку. Нет, сначала поставим хижину гоблинов, опять же, чтобы защититься от Хога. И сразу же, наверное, будем снова прокручивать цикл для эволюции печки. Потому что, опять же, повторюсь, она нам очень сильно нужна. Так, здесь поставлю ледяного духа для отвлечения внимания. И сейчас у нас подходит время двойного эликсира. Поэтому сейчас он, кстати, ошибается с постановкой армии скелетов. Так, здесь я кидаю Валькирию. Я хотел сначала проатаковать, но он тоже пошел в атаку, поэтому нужно как-то защищаться. Теперь давайте поставим, наверное, снова хижину гоблинов. Да, сейчас он естественно, кидает Хога. Я это предикчу. Ставлю, наконец-таки, эволюцию печи, и он не попадает по ней фаерболом. Поэтому срочно сейчас начинаем атаковать. Кидаем кладбище и сразу же яд, чтобы он не смог задефаться. Так, и урона немножко заходит все-таки. И здесь мы успеваем кинуть ульту у геройской берсеркши и убиваем его элитных варваров. Дальше кидаем хижину гоблинов и ледяного духа, чтобы Хог не смог дойти до вышки, и он не делает ни одной тычки. Дальше мы кидаем снова варварскую бочку и кидаем кладбище в атаку сразу же. Кидаем заодно яд, чтобы, естественно, он не смог задефаться снова. Он кидает эволюционных варваров. Но сейчас мы будем дефаться при помощи берсеркши, я думаю. Так, поставим на всякий случай еще хижину гоблинов для подстраховки. И нам срочно нужна Валькирия, иначе это будет проигрыш. И в целом мы удачно дефаемся, и он снова тратит фаербол впустую. Поэтому
срочно сейчас будем атаковать, но для начала нам нужно поставить, естественно, печку для прикрытия, опять же. Дальше мы будем ставить, наверное, берсеркшу, почему бы и нет, потому что у нее сейчас просто бесконечное количество хп. Здесь я, наверное, зря кидаю у нее ульту. Здесь мы успеваем задефаться от Хога, это очень классно. Дальше снова кидаем эволюцию печки и кидаем героизм Валькирии. Так, теперь сюда ставим хижину гоблинов, хотя нам уже не особо нужна она. И сразу кидаем кладбище в атаку. Что он будет делать? Естественно, кидать элитных варваров. Но ничего у него не получится. Итак, нам нужно срочно кидать хижину гоблинов. Успели докрутиться? Успели. Дальше мы срочно кидаем еще Валькирию. И задефались от Хога в 0. Дальше мы кидаем кладбище и яд. И в целом все. Мы победили. Очень интересный бой получился. И на самом деле колода мне очень понравилась. Напишите в комментариях, как вам эта колода, понравилась она или нет. А мы переходим к следующей колоде с героизмом вышибалы, а также с электрогигантом. Я думаю, очень интересная колода. И Валькирия здесь также играется. Играем мы против игрока Луна. Сейчас посмотрим, что у него за дека. Очень походит на арбалет. Поставим пока что хижину гоблина вот так вот, чтобы задефаться от лучниц. Да и вообще, в принципе, просто пока что что-то поставить на карту, чтобы не сидеть с 10 эликсира. И в целом, нет, это не похоже на арбалет. И, кстати, мы успешно задефались от его банды гоблинов. Так, здесь, наверное, просто пока подождем. Поставим дракончика. Но слишком рано, я думаю. Так, здесь кидаем варварскую бочку. Все-таки одну тычку, да, мы пропустим. Но ничего страшного. Здесь, я думаю, можно молнию отдать, почему бы и нет. Сразу же по троим попадет? Попадет, естественно. Очень хорошо мы задефались. Так, здесь, я думаю, сразу Валькирию поставим, не будем ждать. Итак, что он будет делать? Попробуем кинуть ульту. И в целом она достаточно много урона наносит. Параллельно с этим мы еще варвара успели убить. Так, здесь, я думаю, мы просто скинем торнадо, да и все. Да, просто вот так кидаем торнадо. Конечно, мог я его кинуть немножечко получше, но в целом мы задефались. Так, теперь я поставлю снова на деф хижину гоблинов. И будем готовиться к защите. Я думаю, даже через вышибалу нам придется защищаться. Так, здесь мы кидаем варварскую бочку. Срочно, чтобы вышибалу не так просто было убить. Дальше мы кидаем дракончика. И здесь нам нужно срочно поставить торнадо. Я думаю, мы пропустим урон. В целом это, я думаю, будет не так критично. И поставим, я думаю, наверное, электрогиганта. Дальше поставим вышибалу, почему бы и нет. И варварскую бочку, естественно, тоже. Так, теперь кидаем ульту. Здесь хижину гоблинов я еще поставлю. Отлично. Отлично, задефались, можно было даже торнадо не кидать, но я, можно сказать, перестраховался. Так, здесь вышибала попадает? Нет, к сожалению, не попадает по его вышке, но это после изменения баланса, опять же. Так, теперь ставим сюда электрогиганта. Здесь, я думаю, мы поставим варварскую бочку. Здесь кидаем ульту у Валькирии. Отлично. Хижину гоблинов поставим. Здесь кидаем торнадо. Варварскую бочку. Опять-таки пропускаем достаточно много урона. И нет, к сожалению, эволюция лучниц добивает нашу вышку. И все, мы проиграли. И, наконец, переходим к финальной колоде. Это очень быстрая колода. Но здесь нам нужно поменять эволюцию на геройскую версию. И в целом можно идти в бой. Играем мы против игрока с ником Дезин. Пока что непонятно, какая у него дека. Это, скорее всего, самодельная с множеством духов. Но у него ничего не получится, потому что сейчас духи просто не доходят до вышки.
попробуем поставить Валькирию. Посмотрим, какие у него карты еще в колоде есть. Так, у него есть яд. Интересно, что-то у него еще есть, кроме тех карт, которые он выставил. Что-то такое, я имею в виду, интересное. Ага, у него есть адская башня. Так, ну давайте пока двух духов подставим для прокрутки цикла. У него есть элитные варвары. Интересно, очень интересная колода. Но опять-таки это самодельная колода у него, это очевидно. Давайте поставим пока что гоблина с дротиками. Начинается у нас двойной эликсир. И в целом все три карты у нас усиленные находятся прямо сейчас в руке. Так, давайте тогда поставим Валькирию сюда. Берсеркшу тоже сюда. А сюда мы поставим элитных варваров. То есть они пойдут на правую сторону. Итак, что он будет делать? Он будет сейчас, естественно, защищаться. Посмотрим, как он это будет делать. Так, здесь элитные варвары должны справиться. Кидаем ульту у берсеркши. Огненного духа с электричеством сюда снова кидаем. Валькирию. Скелеты. Ну и в целом, я думаю, да, мы задефались. Он не стал кидать ульту. Ну и в целом правильно сделал. Так, дальше, я думаю, мы снова можем начинать атаковать. Почему бы и нет. Ставим элитных варваров. Сюда мы ставим берсеркшу. Кидаем сразу же ульту. Надеюсь, успеем. Да, успели. Здесь кидаем огненного духа. Так, они идут в атаку. По другой стороне мы кидаем уже эволюцию. Посмотрим, что он будет с ней делать. И в целом, я так понимаю, он контрить ее не собирается. И это победа. Ну, в целом, все три усиленные карты, они очень даже сильные. И их стопудово будут нерфить. Забираем здесь 100 токенов. И давайте зайдем в магазин. И сразу же купим скин на башню. Все, покупаем его. И давайте еще купим 5-звездочный сундук. И прямо сейчас пишите в комментариях, что мне выпадет. А потом сразу же можете проверить, угадали вы или нет. Поехали. Открываем. И что нам падает? 11 легендарных карт бревна. Оценивайте в комментариях от 1 до 10 данную награду. Ну что ж, друзья, вот такой вот интересный ролик получился. И если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся в новом видео. Всем удачи и всем пока-пока!